На OpenRouter появилась новая модель под названием OX Alpha, и никто не знает, кто ее создал. Провайдер подписан просто как стелс. Анонимная лаборатория, которая выкатила модель 20 августа. Что мы знаем точно? Неделя бесплатно, контекст 1 миллион токенов, вход, текст плюс картинки плюс видео. И они заявляют, что не логируют промпты. По бенчмаркам картина интересная. На OpenCode-овском бенче модель набирает 80%, обгоняя Fable 5, у которой 65%. GPT 5.6 Soul с 52%, игрок 4.6 с 62%. В интернете гадают, что это может быть GLM 5.5, но подтверждения нет. Сегодня тестируем 3 задачами: 3D-сцена, веб-лендинг и игра. Ну и в конце честный вердикт и минусы, которые уже нашлись. А модель уже падает от нагрузки. Кстати, ссылка на 7-дневный бесплатный доступ к Hello VPN в описании. По промокоду QCZ вы получите 50% скидку. В первый день релиза нагрузка была очень высокой. Модель бесплатная, все ломанулись ее тестить, поэтому я попробовал давать задачи через разных агентов OpenCode и Hermes Agent. И вот, наконец, наша неизвестная модель выдала результат через обоих. Промпт я специально дал очень короткий, ведь важно понять, насколько креативно модель делает и не шаблонно. Первый результат отличный. Дизайн интересный, нестандартный, со своими фишками, как мигание вывески. И вот что я заметил впервые. Я не вижу мусорного полотна текста. Всегда при тестах создания лендингов, даже у сильнейших моделей вроде GPT или Opus, я вижу кучу ненужного текста и технических обозначений. Например, если в промпте указать «пиши на сайте кратко», модель буквально напишет на самом сайте «пишу кратко». Здесь же наоборот, все по-человечески. Единственный косяк — цвет вот этой надписи, но это исправляется одним промптом. Второй вариант получился еще интереснее. Смесь неонового и ретро-стиля. Интереснее подобраны шрифты и есть 3D-анимация, которая круто обыграна. Она интерактивно призывает опустить сайт вниз. Все это с одного краткого промпта. И я готов с уверенностью сказать, результаты реально выше Opus и GPT. А то, что на 2 одинаковых запроса модель подошла к работе по-разному, говорит о реальной креативности, что для лендингов и важно. А если давать подробные промпты и допиливать, то будет еще лучше. И, кстати, про скорость. Модель реально быстрая. Вот этот лендинг OpenCode собрал за 1,5 минуты вместе с проверкой рендера и открытием в ROM. Есть ссылка на открытие виртуальной зарубежной карты за 200 рублей от Antarctic Wallet. Криптокошелька с лучшими условиями на рынке по многим критериям и множеством функций, как покупка и продажа крипты в разных валютах, включая рубли, открытие виртуальной карты МИР и зарубежных карт, оплата криптой прямо в магазинах России, Казахстана и кучи других стран, и множество. Полу 3D части выглядит, конечно, гораздо слабее, но интересных деталей все равно много. Во-первых, не забываем, это лишь первый релиз, бета, альфа, да и в целом непонятно, что это за модель. Промпт был очень кратким, опять куча фишек. Модель сама выбрала тематику, судя по иероглифам. Есть баги, рыбы уплывают через текстуры за пределы аквариума. Сама модель рыбок неплохая, есть даже физика, но с текстурами надо работать. При переключении на ночь появляются фонарики, а мелкие частицы начинают светиться. Данных о том, для чего именно эта модель, резонинг, 2D, кодинг у нас пока особо нет, так что тестируем ее везде. Сделано с 2 промптов. В первый раз страница просто не открылась, и модель сама нашла и починила ошибку в своем же коде. Для сравнения я ввел тот же промпт GPT 5.6 Soul. Кстати, пользуюсь я им полностью бесплатно по абузу из прошлого видео. Подписывайтесь на канал, здесь постоянно выходят способы бесплатно пользоваться нейросетями. Честно, результат понятный, очень короткий промпт. Ну, не знаю, как еще оправдывает GPT 5.6 Soul, но объективно здесь нет креатива, рыбок почти не видно. Прикольное переключение дня и ночи, куча багов и странностей. Но для краткого промпта и 2 минут работы результат неплохой. А вот для сравнения, лендинг, сделанный тем же промптом от GPT 5.6 Soul, выглядит интересно, тоже уникально, со своими фишками, отзывчиво и приятно. Но в том-то и дело, от GPT мы такого и ждали. Тут никто не сомневается. А вот что анонимная бесплатная модель с одного краткого промпта выдает такой же уровень, это и есть главный сюрприз этого теста. Дальше игры. Подход тот же. Один краткий промпт, 3D ранят. У OX Alpha опять интересный UI, это явно сильная сторона модели. Код 3D слабее, хвост кота двигается непонятно, код стандартный, low poly. Логика игры странная. Нажимаю прыжок, игра начинается заново. Препятствия физически невозможно перепрыгнуть, дома прозрачные, звезды видны сквозь них. Зато есть классный эффект тряски. Все это один промпт и 3 минуты. Для примера покажу, что сделал GPT 5.6 Soul за 6 минут. Типичный для GPT дизайн код, креатива я не вижу, но UI просто хороший. По логике он тоже странно все сделал, как будто огромный плюшевый код едет на конвейере, и мы перепрыгиваем через крутящиеся коробки. Я отправил обеим моделям промпт сделать игру играбельной. И вот тут OX Alpha вытаскивает. Прыжок работает как надо, игра корректно заканчивается,
раскроется, дома стали непрозрачными. Препятствия реально перепрыгиваются. Со второго промпта игра играется. GPT же убрал кручение коробок, но зачем-то отрезал перемещение между полосами на клавиши AD. Оставил только стрелки, и код все так же едет. Короче, по играм неизвестная модель явно выигрывает. Подводим итоги по фактам. Модель конкурентоспособная, веб на уровне GPT и Opus, а по креативу местами и выше. 3D игры с первого захода сырее, но модель умеет чинить себя. И со второго промпта все работает. Я по промежуточным результатам ставил ее рядом бы с Qwen 3.8 Max. Это для анонимной бесплатной модели очень серьезный уровень. Разработчики явно щедрые, неделя бесплатно, миллион контекста, мультимодалка, без логов промптов. Что будет дальше? Два варианта. Либо модель выйдет дешевой, и это подарок всему рынку, либо это просто приманка перед дорогой моделью. Как бы ни было, вариант интересный, пробовать и пользоваться надо, пока дает бесплатно. Ну и главный минус, не забываем стабильность. Под нагрузкой модель падает, так что платный бэкап держите под рукой. Будем следить за новой информацией, как только лаборатория раскроется или появятся цены, сразу расскажу в ТГ-канале. Подписывайтесь.